Привет, ребята! Это я, Наташа, и сегодня мы продолжим читать сказку Машака «12 месяцев». Давайте приступим. Мы остановились на том месте, когда девочка как бы уже и потеряла все надежды, уже как бы она думала, что все, ей придется умирать здесь в лесу, в этом холоде, замерзать. Ну, она потом увидела огонек. И она пошла на этот огонек, и потом вот она что-то такое увидела, что она просто замерла. Так, что же она там увидела? Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди. Кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют, значит, тихо разговаривают. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи. На дровосеков еще того меньше. Кто такие дровосеки? Дровосеки — это такие люди, которые идут в лес, рубят деревья и приготавливают дрова для того, чтобы потом люди могли топить печь. Так вот, на дровосеков тоже не похожи. Вот они какие нарядные. Нарядные, значит, нарядившись красиво, да, красиво одевшись. Кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать. Насчитала 12. 3 старых, 3 пожилых. Пожилые — это такие, которые как бы не совсем старые, но уже и не молодые. 3 молодых, а последние 3 совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики подаль. Подаль, значит, подальше. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый. Бровастый — это с такими большими пушистыми бровями. И поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она. Хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко. «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзину и говорит. «Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников». Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала». «Не я выдумала», — отвечает девочка, «а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться». Тут все 12 поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Переговариваться, значит, говорить между собой, да? Обсуждать что-то. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает. Будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. «Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут». «В лесу останусь», — говорит девочка. «Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». Сказала это и заплакала. И вдруг один из 12, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. «Братец Январь, уступи мне на час свое место. Уступи, это значит, разреши мне занять твое место на короткое время, да, уступи на чуть-чуть, на немного. Так вот, уступи мне на час свое место». Погладил свою длинную бороду старик и говорит: «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля». Да, не может март прийти перед февралем. Всегда бывает сначала февраль, потом март.
Ладно уж, проворчал другой старик. Весь лохматый такой вот много когда волос, они в беспорядке. С растрепанной бородой. Растрепанной, ну, значит, тоже в беспорядке такая борода. Уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встреча с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя, надо ей помочь. Так, здесь слова прорубь. Прорубь — это когда на улице холодно, мороз, да, и замерзает там озеро или какой-то пруд. И если мы хотим набрать воды, нам надо вырезать прорубь. Мы вырезаем часть этого льда и просто тогда достаем воду из проруби. Вязанка дров. Вязанка — это просто вот когда связаны дрова. Значит, она приходила, эти дрова собирала, потом их связывала и, наверное, потом вот так вот перекидывала через плечо и несла их домой. Так вот, вязанка дров. «Ну, будь по-вашему», — сказал январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. Так, что такое посох? Посох — это такая длинная, большая такая палка. Ну, что-то такое, как у Гэндалфа из «Властелин колец». Представляете? Так вот, этот январь, этот старый мужчина с длиннющей бородой и с ледяным посохом. Ну, ледяной посох, значит, наверное, этот посох, эта длинная палка была изо льда. Но вообще, я этого января представляю как Гэндальфа, да? Я думаю, что он примерно так и выглядел, как Гэндальф. Так вот, он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. «Не трещите морозы в заповедном бору, у сосны, у березы, не грызите кору, полно вам воронье заморашивать, человечье жилье выхолашивать». Так, почему он сказал «не трещите морозы»? Видите ли, когда на улице сильный мороз и, допустим, окно начинает замерзать, то слышно такое потрескивание, да? Когда замерзает окно, что-то как будто трещит. Потому он говорит, не трещите морозы. В заповедном бору. Так, во-первых, что такое бор? Бор — это сосновый лес, да? Это лес, в котором растут в основном сосны. А заповедный — это значит или какой-то там тайный бор, да, или особо дорогой бор. Сосны, березы. Сосны и березы — это такие деревья. Не грызите кору. Ну вот имеется в виду тоже, что морозы они как бы грызут кору этих деревьев. Воронье. Воронье, так это вороны, это птицы, которые зимой можно увидеть. Они никуда не улетают, они остаются зимовать. Человечье жилье. Человечье жилье — это значит дома людей, там, где они живут. Выхолашивать — значит, вот представьте, когда в доме стоит печка, то печка нагревает дом. А выхолаживать — это значит теплый воздух выпустить. Да, и таким образом становится холодно в этом жилье. Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец». Черед значит очередь. Значит, ты сейчас должен что-то там сказать или сделать. Сказал январь и отдал посох меньшему брату, лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. Загудел, это мы говорим, пчелы гудят, да, как бы громко так заговорил. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи! Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи! В облаках трубите громко, вейтесь над землею, пусть бежит в полях поземка белою змеёю». Итак, что это значит? Ветры, бури, ураганы — это все про сильный ветер. Вот он и говорит, дуйте, что есть мочи, чтобы там, ну, вот уж сильный ветер везде
дул. Вихри, вьюги и бураны. Это то же самое тоже. И вихри, вьюга и буран — это вот такие вот ветер, который очень сильный, что он даже как бы крутится около земли. Разыграйтесь к ночи, то значит начните уже ночью просто уже как бы крутиться везде. В облаках трубите громко, вейтесь над землей. В облаках трубите громко. Трубиться, и имеется в виду, что вот такие ветры сильные, которые уже крутятся, они также производят звук такой, как бы трубы такой, как будто кто-то через трубу дует. Так вот, и вейтесь над землей. Ну вот они будут видеть также и над землей, по земле и над землей. Пусть бежит в полях поземка белую змеёю. Поземка — это такая буря, это как бы такой вот ветер, да, и без снегопада. Это значит сильный ветер, что просто вот так вот он метет этот снег, который лежит на земле. Да, но снег сам не идет, а просто вот его ветер так гонит. И потому он говорит белую змеёй, потому что тогда так сильно дует, этот снег сдувает, кажется, как будто какая-то белая змея там по земле вьется. Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный, мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: «Теперь твой черед, братец Март». Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся покрытая почками. Да, потому что март — это весенний месяц, потому его посох уже не изо льда, не ледяной посох, а как бы ветвь, на которой почки распускаются. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос. Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Значит так, он говорит: разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи. Почему? Потому что это месяц март, это уже весна, и просто лед тает, снег тает, и потому реки выходят из своих берегов, и становятся шире, вот и лужи тоже появляются везде, да? Вылезайте муравьи после зимней стужи. Стужа — это сильный холод, значит, после сильного холода, после мороза вылезают муравьи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Валежник — это сухие, опавшие ветви, там всякие деревья, и вот это вот все опавшее, сухое после зимы. После этого вылазит медведь из-под этих веток после зимней спячки. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Ну, тут все понятно. Весна начинает петь птицы, и вылазит понемногу этот цветочек, подснежник. Девочка даже руками всплеснула. Руками всплеснула, значит так, ай! Так вот, девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Нету, все растаяло. Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Гляди, девочка, наглядеться не может. «Что же ты стоишь?» — говорит ей Март. «Торопись, нам с тобой всего 1 часок братья мои подарили». Девочка очнулась. Очнулась, значит, что вот, понимаете, она стояла такая вся в восторге, всплеснув руками, смотрела вокруг, как красиво, что весна пришла, уже вообще забыла, что ей надо подснежники-то собирать. Так вот, очнулась, значит, что, да, точно, мне надо подснежники собрать. Так вот, она очнулась и побежала в чащу подснежники искать. Чаща — это лес, такой лес, где очень много деревьев, густой лес, в котором очень тяжело тоже пройти. А их, видимо-невидимо, подснежников,
под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник. Передник — это такой, вот в народной одежде женщин, можно увидеть, у них как бы юбка была, и потом еще поверх этой юбки был передник. Ну, наверное, лучше здесь где-нибудь фотографию вставлю, чтобы было бы наглядно. И скорее опять на полянку, где костер горел, где 12 братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не по-прежнему, значит, по-другому, как-то иначе. Не так же, как было. Нет огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Месяц — это луна, мы также называем луну иногда месяцем. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. Мне написано побеждала. Побежала домой. А месяц за нею поплыл. Значит, представляете, она бежит, все, в лесу темно, да, ночью. Она бежит, и за ней сзади этот месяц как бы светит ей путь домой, чтобы она не заблудилась. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей, и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. Значит, вот она только зашла, и опять стало темно и холодно, и там и сильный ветер, и страшно на улице. Эй, ребята! Изначально я хотела закончить уже рассказывать эту сказку, в этом видео рассказать ее до конца, но у меня получается видео уж слишком длинным, потому все-таки придется его разрезать, и последнюю часть, я думаю, вы увидите на следующей неделе, наверное, ну, или, может быть, через 2 недели. Это уже как выйдет, да? Так что, да, продолжение следует. Огромное вам спасибо, что смотрели, и до скорой встречи. Пока!